Все началось с того, что бывший заядлый дачник решил перебраться жить куда-нибудь подальше от города. Нашел в 100 километрах от Минска заброшенный хутор, к которому был удобный подъезд. Этот дом, стоявший вдали от деревни, по сути положило начало новой истории большого ремонта на хуторе. Оказалось, что дому больше 100 лет, а построен он был в 1918 году. К удивлению нового хозяина, несмотря на заброшенный и довольно печальный вид, дом сохранился почти полностью. Однако запустение, заросли диких растений, заколоченные окна не давали разглядеть сам дом. Внутри это был обычный маленький домик, разделенный перегородкой на кухню и одну единственную комнату, общей площадью около 40 квадратных метров. Казалось бы, работы было не так много, но перед хозяином стояла задача сделать все быстро, качественно и недорого. Спасало то, что практически все делал собственными силами. Увеличил оконные проемы под новые окна со стеклопакетами и подоконниками, которые удалось купить за $400 у производителей. Оштукатурил стены, предварительно содрав с них не менее 15 слоев старых обоев. Полы обновил и покрасил обычной масляной краской. Потолки и стены покрыл моющейся белой краской, добавляя нужные колеры для разнообразия цветов. Зачистил потолочные доски. Под край потолка установил фигурные декоративные элементы из дерева контрастного цвета, чтобы скрыть некоторые неровности покрытия. От прежнего сада, который в большей части пришлось выкорчевывать, хозяин оставил несколько стволов яблонь. Очистил их от коры, покрыл обычной морилкой и лаком. Получились отличные декоративные элементы для интерьера. Яблони в виде своеобразного шага в природу красиво растут прямо в доме, у лежанки хозяина и по углам кухни. Мебель смастерил тоже сам, кровать примыкает к печке. С другой стороны лежанка, на которой удобно пить вечерний чай и смотреть на огонь в печи. Самодельный стол, зеркало и новые шторы завершили интерьер гостиной. Еще ему повезло, как считает хозяин хутора. Удачей он называет обнаружение погреба, который нашелся при сносе сарая. Убрав гору мусора, новый владелец увидел под ним каменный погреб, выложенный на века из огромных булыжников. Стены погреба смахивали на средневековый замок, и это вдохновило мужчину сохранить сооружение и чуть модернизировать, сделать более удобным. Так было решено на этом месте продолжить сооружение винного погреба. Но не только винный погреб обнаружил новый владелец хутора. Продолжая прорубать дорогу сквозь заросшее диким кустарником пространство, он нашел разрушенный колодец. Отремонтировал и надежно надстроил стены колодца. Декор штукатурки и крышки придумал сам. Участок вокруг полностью очищен, выровнен и засеян цветущими травами. Хозяин хутора – человек творческий, поэтому не обошлось без сооружения спортивной площадки, прокладывания дорожек и обустройства новых каскадных клумб, деревянных лавочек для отдыха. После подсчета всех расходов новоявленный хозяин пришел к выводу: в целом они составили около $5000. На окна вместе с откосами, москитными сетками и шторами ушло $800. Покраска пола, потолков, доски для мебели, восстановление электричества – еще $2100. На штукатурку и краску интерьерную и фасадную ушло $650. Восстановление печи и плитки, столешница на кухню с полками – $400. Остальное на саморезы, кисти, гвозди, инструменты. Конечно, все делал сам, поэтому основные затраты на исполнение равнялись нулю. Но все эти расходы с лихвой окупаются радостью от восстановления нового дома, ухоженными просторами вокруг и уединением, которые хоть иногда, но так необходимы каждому творческому человеку. Итак, друзья, а что думаете вы, стоило ли ремонтировать столетний дом? Или лучше было построить новый? Напишите свои мысли в комментариях, будет интересно. А с вами был Бориман, всем добра.